Здравствуйте, дорогие подписчики и новые зрители моего канала. Сегодня мы свяжем с вами вот такой замечательный берет рельефными столбиками с вот таким красивым узором. Вязал я его из пряжи Alize. Это стопроцентный акрил в 100 граммах 320 метров, крючком 3 миллиметра. На данный берет у меня ушло чуть больше одного моточка такой пряжи. Вязал я его на объем головы 55 сантиметров. Диаметр внешнего круга у меня 26 сантиметров, а в диаметр внутреннего круга у меня 16,5, практически 17 сантиметров. Как сделать расчеты для вязания внешнего и внутреннего круга берета, информацию я оставлю в описании под этим видео. Начнем мы вязание со скользящей петли. Берем нашу ниточку, обворачиваем ее вокруг пальцев вот таким образом и провязываем начальную петельку. Теперь нам нужно выполнить 2 воздушные петли подъема. 1, 2. И в наше колечко провязать 18 столбиков с одним накидом. Делаем накид на крючок, вводим крючок в колечко, вытягиваем нить и провязываем первый столбик с одним накидом. Затем второй, третий, 17 и последний 18 столбик в наше колечко. Затем нужно будет взять за хвостик нити и затянуть, чтобы по центру не было дырочки. Затянули. Затем выполняем соединительный столбик не во вторую петельку подъема, а в первую петельку, точнее над петелькой первого столбика ряда. Выполнили. Приступаем к вязанию второго ряда. Делаем 3 воздушные петли подъема. 1, 2, 3. И начиная со второго ряда мы будем провязывать рельефные лицевые и изнаночные столбики. Делаем накид на крючок и над столбиком, где мы выполняли соединительный столбик в конце первого ряда, вводим за него крючок вот таким образом, отодвигая его вперед, и провязываем столбик с одним накидом. Таким образом мы провязали первый лицевой рельефный столбик. Но нам нужно будет провязать под него еще один такой же столбик. Выполнили. Далее у нас идет один изнаночный столбик. Делаем накид на крючок, вводим крючок с изнаночной стороны перед столбиком, отодвигая его назад, и провязываем также столбик с одним накидом. Таким образом у нас получился изнаночный рельефный столбик. Далее у нас будут идти снова 2 лицевых столбика. Мы за следующий столбик вводим крючок и провязываем 2 лицевых столбика. Выполнили. Затем снова идет один изнаночный. За следующий столбик ряда с изнаночной стороны вводим крючок, отодвигая его назад, и провязываем столбик с одним накидом. Таким образом мы провязали с вами 2 лицевых, 1 изнаночный, 2 лицевых, 1 изнаночный. Далее у нас будут идти также 2 лицевых, затем 1 изнаночный, и так до конца ряда. Провязали второй ряд до конца. Итого у нас получилось провязанных 9 лицевых столбиков и 9 изнаночных. Только лицевые у нас пошли с прибавкой, получается по 2 столбика лицевых в ряде. И в конце выполняем соединительный столбик не в петельку подъема, а вводим крючок под первый лицевой столбик. Захватываем ниточку и провязываем соединительный столбик. Выполнили. Выполняем 3 воздушные петли подъема и приступаем к вязанию третьего ряда. Делаем накид на крючок, вводим крючок под первый рельефный лицевой столбик, там где мы выполняли соединительный столбик, и провязываем также лицевой столбик.
И под следующий лицевой также провязываем лицевой столбик. И теперь прибавки будем вязать там, где у нас изнаночные столбики. То есть лицевые мы провяжем так, как они идут, по 2 столбика, а там, где был один изнаночный, мы с него сделаем 2 изнаночных. Делаем накид на крючок, вводим крючок за изнаночный столбик и провязываем там теперь 2 изнаночных столбика. А там, где идут лицевые, мы также провяжем 2 лицевых. Первый и второй. Затем идет изнаночный столбик, и мы провяжем там 2 изнаночных столбика. Сделаем прибавку. А лицевые так и провяжем, как и было, 2 лицевых столбика. И так будем вязать в этом ряду прибавки в изнаночных столбиках до конца ряда. В конце третьего ряда мы также вводим крючок за лицевой столбик, который мы делали в начале ряда, и выполняем соединительный столбик. Выполнили. Снова 3 воздушные петли подъема. И теперь в четвертом ряду мы будем делать прибавки снова там, где у нас идут лицевые столбики, а изнаночные оставим без изменений. То есть тут будет у нас 2 изнаночных, а в лицевых уже будем вязать прибавку. Их будет не 2, а уже 3. Под первый столбик лицевой мы провязываем 1 столбик, а под следующий лицевой столбик уже будем вязать прибавку и провяжем здесь 2 лицевых столбика. Затем идут 2 изнаночных, мы также их провяжем без изменений. 2 изнаночных. Снова идут у нас лицевые столбики. Мы первый столбик провязываем без изменений, а там, где идет второй, провяжем 2 лицевых столбика. Первый и второй. Затем идут изнаночные столбики, мы их не будем менять, так и провяжем 2. И так провяжем прибавки в каждом втором лицевом столбике до конца ряда. В конце ряда мы также выполняем соединительный столбик под первый рельефный столбик лицевой, 3 воздушные. И следующий ряд мы уже будем вязать прибавки снова в изнаночных столбиках. То есть у нас идут 3 рельефных лицевых, мы их так и провязываем 3 без изменения. Первый, второй, третий. Провязали. А далее идут у нас 2 изнаночных столбика, мы первый провяжем без изменений, а там, где второй изнаночный столбик, провяжем 2 изнаночных. Первый и второй. Затем снова идут 3 лицевых столбика, провяжем их без изменений, так как они есть. А в изнаночных столбиках снова будем вязать прибавку. И так провяжем весь ряд до конца, делая прибавки во втором изнаночном столбике ряда. В конце ряда снова выполняем соединительный столбик под первый лицевой столбик ряда. 3 воздушные, 1, 2, 3. И дальше будем вязать снова прибавки в лицевых столбиках. То есть так мы будем чередовать. В одном ряду вяжем в лицевых прибавки, в следующем ряду вяжем в изнаночных прибавки. И прибавки будем вязать теперь таким образом. Первый столбик лицевой провязываем так, как он есть, а в предпоследний вяжем прибавку. Второй столбик. А в последний один столбик. Далее у нас идут
3 изнаночных, их провязываем так, как они есть. 1, 2, 3. Затем снова идут лицевые. Мы первый провязываем без изменений. Во второй вяжем прибавку 2 лицевых столбика. 1, 2. А третий провязываем без изменений. Далее снова идут у нас изнаночные, мы их провязываем в этом ряду без изменений, а в предпоследний столбик лицевых столбиков делаем прибавку. Следующий ряд у нас будет прибавки идти с изнаночных столбиках, также в предпоследний. И мы так каждый ряд будем чередовать. Один ряд прибавки в лицевых, другой ряд в изнаночных, затем снова в лицевых, затем снова в изнаночных. И все время делать прибавки в предпоследний столбик наших клинышков. И так мы будем вязать, пока не свяжем круг нужного нам диаметра. После того, как мы провязали ряды с прибавками и получили внешний круг нужного нам диаметра, в моем случае это 26 сантиметров, мы приступаем к вязанию подъема глубины нашего берета. Я закончил ряды вязать там, где у меня идут прибавки в лицевых столбиках. И всего у меня получилось в каждом лицевом столбике, клинышке, по 10 столбиков, а в изнаночном 9. И теперь мы приступаем к вязанию подъема. От подъема будет зависеть глубина и объем нашего берета. Мы единственное, что сделаем, сейчас немножко поменяем расположение наших лицевых и изнаночных столбиков, чтобы сместить рисунок. Итак, делаем 3 воздушные петли подъема и провязываем первый лицевой столбик так, как он есть, лицевым, и второй также лицевым. Затем центральные столбики, кроме двух последних, мы провяжем как изнаночные. То есть будем вводить крючок с изнаночной стороны и провязывать их как изнаночные. Ряды у нас будут без прибавок. Так, провязываем предпоследний изнаночный столбик. И дальше у нас идут 2 лицевых, также провязываем их как они есть. Итого у нас получилось в нашем клинышке из лицевых столбиков у нас идут 2 лицевых, затем идут 6 изнаночных и снова 2 лицевых. А там, где и шли у нас изнаночные столбики, мы провяжем первые 2 столбика как изнаночные. 1, 1, 2. Затем провяжем 5 как лицевые. 1, 2, 3, 4, 5. И последние 2 изнаночных столбика провяжем как изнаночные. 1, 2. Затем у нас идет клинышек снова там, где лицевые столбики. Мы также первые 2 и последние 2 провяжем как лицевые, а центральные провяжем как изнаночные. В изнаночном клинышке мы провяжем первые 2 изнаночных столбика и последних 2 изнаночных, а по центру будем вязать как лицевые. И так провяжем весь ряд до конца. Вот мы провязали первый ряд подъема, и видно, как поменялось расположение изнаночных и лицевых столбиков.
Дальше мы ничего менять не будем. Будем вязать наш подъем дальше. Там, где лицевые, там лицевые, где изнаночные, будем вязать изнаночные. Итак, провяжем высоту подъема нужного нам размера. Я провяжу еще 5 рядов таким образом. Это будет где-то примерно 5 сантиметров высота подъема. Берет у меня будет не сильно пышный. Если вы хотите более такой пышный, чтобы он более ложился на бок или назад, то нужно будет провязать рядов побольше, чем 5. После того, как мы провязали подъем, и вот уже видно, как образовался такой бортик у берета, мы приступаем к вязанию внутреннего круга. Для того, чтобы сформировался внутренний круг, нам нужно будет теперь провязывать ряды с убавками, то есть убавляя количество столбиков в наших рядах. Провязывать убавки мы будем следующим образом. Вот эти вот места, где у нас идут 2 лицевых столбика, 2 лицевых, мы трогать не будем. Также мы не будем трогать места, где у нас идут вот 2 изнаночных, 2 изнаночных. Мы будем убавлять столбики по центру между 2 лицевых столбиков и по центру между 2 изнаночных столбиков. Вот в этих вот местах по центру мы будем провязывать убавки. А именно вот таким вот образом. Провязываем первые 2 лицевых столбика так, как есть. Затем у нас идут изнаночные столбики. Мы первые 2 провяжем по одному в каждый, а по центру 2 объединим в один. Для этого мы первый провяжем не до конца и второй провяжем также не до конца, а затем все 3 петельки вместе и оставшиеся 2 изнаночных столбика. Затем у нас снова идут 2 лицевых, мы их так и провяжем, 2 лицевых. Затем идут 2 изнаночных, мы их также трогать не будем, провяжем их изнаночными. А там, где идут лицевые столбики, мы первый провяжем и второй по одному, а вот эти вот 2 предпоследних объединим в один. Первый лицевой вяжем такой, как есть, второй также не трогаем, а вот третий, четвертый объединим в один. И последний лицевой столбик провяжем как есть. Затем у нас идут 2 изнаночных, мы их так и провязываем как есть. И вот наш узор снова повторяется. 2 лицевых мы провязываем как лицевые. Здесь по центру мы сделаем убавку. Затем вяжем дальше, дальше, дальше. Так будем делать убавки по центру, постепенно формируя внутренний круг берета. После того, как мы провязали ряды с убавками и получили нужный нам диаметр внутреннего круга, в моем случае это 17 сантиметров, я провязывал ряды с убавками до того места, пока у нас там, где были лицевые столбики, не остался один всего лишь лицевой столбик из 5, а там, где были изнаночные столбики, у меня осталось 2. Все остальное я не трогал, так как я говорил, вязал без изменений. И теперь нам осталось связать финальную часть нашего берета. Это бортик, который будет прилегать к нашей голове. Он у нас будет в виде рельефной резинки. Мы будем провязывать последующие ряды так, как у нас идет узор. То есть там, где будут лицевые столбики, там провязываем лицевые, где изнаночные, там изнаночные. И так провяжем где-то примерно 4-5 сантиметров. Единственное, что чтобы он плотнее прилегал к голове, последние 2 ряда нужно будет связать крючком чуть меньшего размера, чем мы вязали
весь наш берет. Я вязал крючком 3 мм всю основную часть, а последние два ряда бортика я свяжу крючком 2,5 мм. После того, как мы провязали наш бортик, нам останется только выполнить в конце ряда соединительный столбик, вытянуть петельку, провязать еще одну воздушную петлю, вытянуть петельку посильнее, затянуть, и можно отрезать рабочую нить. Затем оставшийся хвостик аккуратно спрятать с изнаночной стороны под петельки. И вот наш берет готов. Такой красивый берет у нас получился. Если вам понравилось, ставьте палец вверх. Обязательно подписывайтесь, если вы еще не подписались. Будем вязать вместе. Спасибо за внимание. До новых встреч!